Книга Ральфа Блюм. Сегодня мы опять ее читаем. Начинаем с 16 страницы. Вы можете комментировать комментарии или задавать вопросы, или просто даже комментировать. Сейчас будет слышно, потому что я забыл включить звук. Поэтому сейчас звук будет включен и будет слышно. Задержка небольшая идет, небольшим интервалом. Не нажал на... Все. Отлично. У нас по-домашнему, по-простому. Ну, учимся вместе. Итак, книга Ральф Блюм. Сегодня вторая часть. Не самой книги, а вторая часть прямого эфира. Вы можете комментировать, можете писать что-то и так далее. Задавать вопросы. Мы начинаем читать с 16 страницы. И что еще? Это книга, которая открыла мне путь в руны. Поэтому чтение не актерское, а чтение, будем так говорить, комментарии. Вот такой вот, кто-то стримит игру, а мы стримим книгу. То есть вот в прямом эфире читаем книгу и рассуждаем о ней. Вот такой вот вариант, вот такая вот идея. Ну, да помогут нам боги. Начнем читать, чтобы меньше говорить, будем читать. Ну, если надо, будем рассуждать. Все время, пока шла работа, ей сопутствовали добрые знаки и знамения. Заключительный знак я получил, когда закончил писать послесловие. Поскольку последние мастера рун жили в Исландии в 17 века, мне показалось уместным завершить книгу. Благословением на исландском языке, чтобы уточнить правильность написания фразы God bless things по-исландски означает «да благословит тебя Бог». Я позвонил в консульство Исландии в Нью-Йорке. Женщина, ответившая мне, подтвердила, что фраза написана правильно. Когда я рассказал ей о своей работе, она помолчала, потом произнесла: «Меня зовут Сигрун. Это означает руна победы». Интересно. Это может показаться странным, отмечать 10-ю годовщину предсказательной системы, возраст которой на самом-то деле не меньше 2000 лет. Когда книга впервые увидела свет, я показал ее бак-министру Кулеру, который искоса взглянув на меня, заметил: «Нелегкое это дело быть повитухой при возрождении древнего оракула». Как отмечено в книге рун, функция определяет форму, применение наделяет смыслом, и оракул всегда отвечает требованиям этой эпохи, которую к нему обращаются за советом. И добавил бы я потребностям, ищущим совета. Я твердо убежден, что руны в том адаптированном для современного метателя рун виде, как они здесь представлены, не предназначены для гадания или предсказания судьбы. Ну, в общем-то, да, я с этим согласен. Руны маловероятно могут предсказывать судьбу. Они, скорее всего, определяют энергетическое состояние, которое может показать энергию будущего или энергию прошлого. Это верно. Предопределение будущего в руце Господней. Ну, видите, Блюм немножко радикальный христианин в какой-то степени. Так что здесь будет пробегать христианство. Я не просто так сказал, что эта книга была моим мостиком с христианства в скандинавские традиции. Но не в наших руках. Руны — это скорее средство, призванное помочь нам направлять нашу жизнь в настоящее
поскольку лишь настоящее может быть проявлена наша сила. Подумайте-ка вот о чем, когда вы в последний раз совершали ошибку в будущем. Для меня руны — это инструмент познания божественной воли в нашей жизни, или проще, они способны прислушаться к той части себя, которая знает все, что нам следует знать, чтобы жить здесь. Вообще у Блюма есть такой момент. Вы знаете, что есть новое течение New Age, которое не отрицает существование высших сил, Абсолюта, Бога, Господа, Аллаха. Там они, в общем-то, так рассматривают Саваофа, то есть Бог един. Все, этим все сказано. И Блюм, в общем-то, где-то приверженец этой традиции. Руны — это система для руководства, и обращения за советом к самому себе. Согласен. Руны помогают нам плыть по незнакомым водам в трудные времена, когда старые карты уже бесполезны, и нам необходимо стать картографами самим себе. Один мой друг, описывая руны, кратко характеризовал их как компас образа действия. Воистину, этим сказано все. Даже я с этим согласен. Возразить даже нечего. Итак, вот инструмент, помогающий нам выдерживать курс, не сбиться с жизненного пути, не источник ответов, а средство изменения направления движения или поведения, тем, чтобы мы смогли подняться до уровня, позволяющего нам давать самим себе правильные ответы на собственные вопросы. Но в первую очередь и прежде всего руны — это субстанция для предпусковой заливки насоса глубинного внутреннего знающего я с большой буквы, обучающее устройство для совершенствования интуиции, которая, как я полагаю, есть второй язык каждого из нас. Это верно. Соглашаюсь. В заключение несколько слов о биографии текста этой книги. Книга рун претерпела столько переработок из частичных и полных, что и мой редактор Бровин Джонс, и сам я потеряли им счет. Поначалу, помнится, я всякий раз дотошно пересматривал и исправлял текст, но после полдюжины вариантов редакции книг, поступивших в продажу за несколько лет, я начал думать, что страдаю одержимостью. Как бы то ни было, теперь я примирился с практикой пересмотра и внесения исправлений. Благодарно признавая этот процесс одним из даров Оракула. Думаю, здесь из руки Одина не обошлось. В ходе работы с рунами нам на протяжении последнего десятилетия не удалось выявить нюансы их толкования и применения, которые потребовали внесения тонких, а иногда и не столь уж тонких изменений в сам текст. Это относится к интерпретации значения рун, где изменение фразы или оттачивание образа позволило сделать смысл более доступным, облегчив таким образом пользование оракулом. Хотя это юбилейное издание, посвященное 10-й годовщине первого выхода книги рун «Свет», и не содержит новых глав или новых рунических практик, оно тем тысячам писем от людей, которые делились с нами своим опытом работы с рунами. Спасибо всем, кто принял участие и родовспоможении при возрождении этого древнего оракула. Пусть руны продолжают служить нам верно. Заклинание. На картинке изображен рунический камень в Астерби, Упланд, Швеция. Работа Асмунда Красуна, около 1050 года нашей эры. Заклинание. Снаружи Бог,
и Бог внутри меня. В том нет сомнений, точно знаю я. Куда бы ни пошел я и зачем, повсюду лик Господень явлен мне. Я зрение его, я его слух, и выражая, что женает дух, я сеятель и почва для семян, я сам Господь и Божье тоже я. Тут даже нечего сказать. Алиса, привет. Итак, оракул высшего Я. Начало книги. Были предисловия, сейчас начало книги. Восел король на дивный трон, средь зала множеством колонн, пол серебро, а крыша злата, рунами силы под заклятый. Джордж Толкин, Братство кольца. По-моему, так. Горш. Это не вижу. Надо лупу. И там не хочет ничего. Братство кольца. Братство кольца. Ладно. Давайте с лупой прочитаем. Руны и чары — это это весьма практичные формулы, созданные для получения определенных результатов, таких, например, как излечение коровы из трясины. Эллиот, музыка, поэзия. Интересно. Руны и чары — это весьма практичные формулы, созданные для получения определенных результатов, таких, например, как излечение коровы из трясины. Помните руну Феха? Она означает корова, да? Корова Амдула. И я бы здесь сказал, здесь не просто так, то есть извлечение владений из трясины. Руны и чары — это весьма практичные формулы. Цель этой книги — возрождение рун как древнего оракула, более древнее, чем Новый Завет. Свыше 400 лет руны пролежали подобно оставленной под паром земле. Рунами, сходными по своим функциям с картами Таро и китайской книгой перемен, дольше всего даже в эту эпоху позднего средневековья пользовались в Исландии. Мудрость древних мастеров рун умерла вместе с ними. Немного дошло до нас стоячие рунические камни, таги, рассеянные тут и там, обрывки знаний о рунах и, конечно, сами руны. В своей замечательной книге «Руны. Введение Ра люблю» Эллиота писал о странных символах, выгравированных на древних инструментах и оружии, предметах, которые ныне лежат в некоторых музеях, выставлены на всеобщее обозрение. Имена воинов, тайные заклинания, даже обрывки песен встречаются на столь различных объектах, как мелкие серебряные монеты и каменные кресты, возвышающиеся в самых разных местах, от Югославии до Оркнейских островов, от Гренландии до Греции. Внизу ссылка на цитату. Влияние, которое оказывали руны на свою эпоху, неоспоримо. Эллиот отмечает, что когда высокие вожди и мудрые советники англосаксов собирались на тайный совет, они именовали свои секретные дискуссии рунами. И что когда епископ Ульфила в IV веке сделал собственный перевод Библии на готский язык IV века, он
перевел слова святого Марка о тайне Царствия Божия, использовал слово типа использовал слово руна в значении тайна. 8 столетиями ранее греческий историк Геродот, путешествуя вокруг Черного моря, неожиданно встретился с потомками скифских племен. Которые, накрывшись шерстяными накидками, еле передвигая ноги, обкуривались до состояния транса, практика которой по сей день все еще встречается на Кавказе, после чего подбрасывали в воздух палки, нанесенные на них знаками, и когда те падали на землю, читали их. Хотя эти племена и не имели еще письменности, их палки можно вероятно рассматривать как руна рефли или рунические жезлы. У меня, это Алиса пишет, у меня с феху нечто подобное было по эффекту, образно не корова. Ну, корова здесь мы уже как-то говорили, кто не знает, то смысл корова, которая переводится с некоторых переводов руны феха, она переводится как некий элемент владения. То есть ранее собственность это стада коров или корова, она была кормилицей, то есть она была неким владением. И здесь в руне феха зашифрована очень мощная смысловая нагрузка относительно коровы, потому что корову нужно было выпасать, за коровой нужно было следить, чтобы она не повредилась, ее нужно было доить. То есть она давала пищу для жизни, да, и можно было даже продавать излишки. Но в то же самое время за этим нужно было присматривать, то есть за этим нужно было ухаживать. Вот таков смысл владения или смысл руны феха. Это так. Поэтому, когда просто кто-то хочет наколдовать на руну феха две богатства огромного, да, или там еще какого-то, то феху это как раз то богатство, за которым нужно ухаживать и следить. Потому что если за богатством или имением, или владением не следить, то оно, естественно, портит. Продолжим чтение. Среди ученых до сих пор существует разногласие относительно того, где и когда впервые появилось в Западной Европе руническое письмо. Ссылка. Эллиот пишет: все, что нам ныне известно, это то, что в неком германском племени некий человек имел досуг, фактор, о котором часто забывают, и удивительное фонетическое чутье, позволившее ему увидеть будущий редактор алфавитное письмо в североитальянском образце, с которым он познакомился где-нибудь в Альпийских областях в период 250-150 года до нашей эры. Ну, ладно. До того, как германские народы начали пользоваться алфавитной письменностью, они использовали пиктографические символы, которые выбивали на скалах. Особенно распространенные в Швеции. Эти доисторические наскальные изображения или палристинингар, может, не точно прочитал, ну, наверное, так. Ну, поправите меня, лингвисты, как он звучит. Датируется бронзовым веком, около 1300 года до нашей 1300 года до нашей эры. И, вероятно, имеет около 1300 до нашей эры. До нашей. И, вероятно, имеет отношение к индоевропейским культам плодородия и солнца. Среди них встречается изображение людей и животных, частей человеческого тела, мотивы, связанные с оружием, символы солнца, свастики, вариации на тему квадрата и круга. Ну, где-то даже здесь и руны близки. Видим, да?
Эллиот предполагает, что произошло слияние двух самостоятельных традиций алфавитного письма с одной стороны символического содержания с другой. Практика предсказаний была распространена как среди североиталийских, так и среди германских народов. Впервые использовали буквы, а вторые пиктографические символы. Многочисленные Палристинингар, как иронические стоячие камни, все еще можно видеть на Британских островах, Германии и по всей Скандинавии. Нам же представить трудно, сколь необъятное могущество становилось наградой тем многим, кто овладевал искусством использования символических знаков или глифов для передачи смысла. И первые глифы назывались рунами, от готского руна, что означает нечто сокровенное, тайна. Руническое письмо или руна-став вобрало в себя все интуитивные открытия, которые были совершены стараниями тех, кто практиковал рунема, искусство бросания рун. Но вот здесь я хотел бы обратить ваше внимание, что на такой момент, как кельтские вязи. Они тоже давали определенную связанность или тайное письмо узлами. Это тоже обращайте внимание. Стоит обратить внимание. Поэтому не исключено, что даже как вязаные руны, руноставы, это тайнопись или тайное послание. Имеет смысл об этом подумать. Ладно, читаем дальше. С самого начала руны выполняли ритуальную функцию и служили для бросания жребия, для предсказаний и обращений к высшим силам. Способным повлиять на жизнь и благосостояние людей. То есть, очевидно, в этот момент, когда нарабатывались вот эти бросания, нарабатывалась определенная, будем говорить, магическая энергетика. Она как бы наполняла символы. Искусство рунемал затрагивало все стороны жизни, от самой сакральной до самой утилитарной. Существовали руны и заклинания, предназначения и влияния на погоду, на приливы, отливы, на посевы, руны любви, руны плодородия, руны проклятий и руны, снимающие проклятия, руны рождения и смерти. Руны вырезали на амулетах, кубках, копьях, на жилых постройках и на носах кораблей викингов. Тевтонские современные термины употребления на Западе, в особенности в Новом Свете, для обозначения всех германских народов в целом, введен для развлечения понятия германский, английский Germanic, и вышеуказанных значений и германский, имеющий отношение к Германии. Редактор. Тевтонские и викингские мастера бросания рун носили необычные одежды, благодаря которым их легко узнавали. Повсюду принимаемые с радушием, уважаемые и внушающих страх, видимо, жрецы. Эти шаманы были привычными фигурами среди своих племен. Видите, шаманы. Существует свидетельство того, что среди мастеров рунического искусства были и женщины. Неизвестный автор саги о Берике Рыжем XIII века приводит следующее яркое описание женщины-мастера Рунекрафта, своей современницы. Она носила плащ, расшитый по низу каменями, шею и голову ее покрывал капюшон. На подкладке из меха белой кошки в руке она носила жезл, увенчанный набалдашником, а на поясе
что стягивал ее длинное платье, висел красивый кош. Согласно представлениям человека дохристианской эпохи, и земля, и все сотворенное было наделено жизнью. Но так оно и есть и сейчас. Люди использовали для метания рун ветви и камни, поскольку верили, что, будучи частью природы, те воплощают в себе сакральное. Рунические символы вырезали на кусочках твердого дерева, гравировали на металле или наносили на кожу, после чего окрашивали пигментами, которые для усиления чар нередко подмешивали человеческую кровь. Ничего необычного, как и сейчас, есть предание. Чаще всего руны представляли собой гладкие плоские камешки, гальку, на одной стороне которых были изображены символы или знаки. Мастера рунемал стряхивали свой мешочек и бросали камешки на землю, после чего толковали те из них, которые легли изображением вверх. То есть прямые, активные. Наиболее исчерпывающее описание этой процедуры, дошедшей до нас, оставил римский историк Тацит. У него вообще много описаний о скандинавских народах. В 1098 году нашей эры, описывая предсказательные практики, распространенные среди германских племен, он сообщает: предсказаниями и бросанию жребия они уделяют больше внимания, чем любой другой народ. Их метод бросания жребия прост. Они срезают ветвь плодоносящего дерева и разрезают ее на мелкие кусочки, которые помечают некими особыми знаками и случайным образом разбрасывают на белом полотне. Затем общинный жрец, если судьбу вопрошает публично, или отец семейства, если это делает частным образом, взывает к богам и, обратив свой взор к небесам, поднимает один за другим 3 кусочка и далее трактует их в соответствии с теми знаками, которые заранее на них нанесены. Сноска. Перевод сделан с английского текста, использованного Блюмом. Приводим для сравнения дословный перевод этого фрагмента с латыни, выполненный историком Клемешовым. Они, как никто более, принимают во внимание гадания по полету птиц и по жребию. Способ гадания по жребию прост. Срубленную ветку плодоносного дерева, они режут на плашки и, разметив их некими знаками, высыпают на удачу на белое полотнище. Затем жрец общины, если решается общественное дело, или сам отец семейства, если частное, вопрошая богов и небо, поднимает 3 из них одну за другой и истолковывает их в соответствии с ранее нанесенными на них знаками. По сути, то же самое, только вот момент. Во времена Тацита руны уже стали широко известны на всем континенте. Их распространение происходило благодаря путешественникам, искателям приключений и воинам, а затем и англосаксонским миссионерам. Для того, чтобы руны могли получить также широкое распространение, явно был необходимый некий общий алфавит. И этот алфавит стал известен как футарк по первым 6 буквам. Вот он, футарк. Хотя поздние англосаксонские алфавиты разрослись настолько, что в Британии включали в себя 33 буквы. Традиционный германский футарк состоял только из 24. Они делились на 3 семейства, по 8 рун в каждом. 3 и 8 считались числами, имеющими особое значение. Эти 3 группы, известные как
Этир. В русскоязычной литературе для обозначения этир принят термин аты. Ну, аты. Называли по именам скандинавских богов Фрейра, Хагала и Тюра. Вот они. 8 Фрейра, 8 Хагала, 8 Тюра. Ну, кто знаком с рунами, тот понимает. Я обычно их обозначаю 1, 2 и 3 тир. И первый тир я определяю как закон равновесия. И в принципе, если мы рассматриваем бога Фрейра, то таки да, это закон равновесия. Потому что то, что мы знаем о Фрейре, это то, что нам повествует о равновесии. 8 Хагала или Хель, да? Ну, так ее называют, да, обычно, Хагала. Хотя, может быть, здесь или Блюм напутал, или я сейчас ввожусь в заблуждение. Это подсознание, то есть второй это подсознание или руны привлечения, притяжения. И 8 Тюра, бога, самого древнего бога, это руны воли, то есть это закона воли. Поэтому руны можно описать 3 основными законами: закон равновесия, закон привлечения и закон воли. Вот исходя из этого размышляем. Надо будет покопаться в 8 Хагала, потому что Тюр Фрейра как-то подключился, а вот 8 Хагала где-то что-то напутано, или я чего-то сейчас не понял, или что-то забыл. Покопаюсь, в следующей встрече делюсь с вами. Более поздними нововведениями стала пустая руна, руна неведомого, которая символизирует присутствие божественного во всем, что происходит. Вместе с ней получается 25 рун, которые и составляют книгу рун. Ну что, друзья, мы перешли к страничке следующей. Это у нас 28-я, по идее. Да, 28-я страница. Наверное, чтобы не начинать дальше, мы, наверное, пока приостановим вот это повествование. И в следующий раз встретимся с вами и продолжим чтение. Надеюсь и верю, что вам было интересно. Будем исследовать дальше эту книгу. Так что до новых встреч. Не забудьте подписаться, кто не подписан. Потому что когда вы подпишетесь, то у вас будет возможность получать уведомления о новых видео, которые я намерен снимать далее. И самое интересное, нажать на уведомление, потому что оно будет вам сообщать о том, что вышло новое видео. До новых встреч, всего доброго.